Мы очень ценим сотрудничество с Общественной палатой Республики Крым, с избирательной комиссией Республики Крым, и недавно с коллегами проводили круглый стол, посвященный предстоящей избирательной кампании. Мы намерены вести мониторинг этой кампании, объективно ее оценивать, подключать местные неправительственные организации к разбору возможных проблемных ситуаций, к наблюдению на участках, к объективному освещению этой кампании. Также у нас планируется выход книги «Крым. Долгая дорога домой», которая подразумевает монологи жителей полуострова, самых разных социальных слоев, и правозащитников, и предпринимателей, и представителей национальных общин, и сельчан, с тем, чтобы они рассказали, что было, почему они выразили желание быть с Россией, какими проблемы их сейчас волнуют. И мы надеемся, такой откровенный разговор, откровенная позиция жителей Крыма позволит им быть услышанными. Проблем много, не обо всем мы даже знаем и сейчас, и примером тому было с коллегами наше присутствие на прошлой неделе, на позапрошлой неделе в парламентских слушаниях, которые проводил Госсовет. Очень острая тема. И вчера было заявление Госсовета снова по этому вопросу. Я ознакомил с позицией депутатов крымчан, членов Президентского совета по правам человека. Речь идет о возврате кредитов жителей Крыма украинским банкам, при том, что сами украинские банки до сих пор не вернули вклады крымчанам, а крымчане сейчас живут в тяжелейших условиях блокады, и жизненный уровень их весьма далек от стандартов, поэтому не хотелось бы, чтобы коллекторские агентства, выбивая долги, спровоцировали протестные настроения. И поэтому нам близки рекомендации Общественной палаты Республики Крым, депутатов Республики Крым, еще раз внимательно пересмотреть вот эти принятые нормы о возврате долгов с целью, чтобы люди все-таки прежде всего могли поправить свой жизненный уровень. Еще одна острая тема – это заключение европейских структур по крымско-татарскому вопросу, и недавно с коллегами из Общественной палаты мы поддержали, по сути, действия прокурора Республики Крым, ее обращение в Верховный суд Республики о признании Меджлиса экстремистской организацией. Она не могла не прореагировать, поскольку действия бывших лидеров Меджлиса, по сути дела, взрывают ситуацию, постоянно провоцируют скандалы, конфликты. Они участвовали и сами в организации блокады, и в создании батальона, который стоит на границе с Крымом и включает в себя радикалов и откровенных экстремистов. Поэтому ради сохранения мира, безопасности Крыма эти действия прокуратуры я считаю оправданными.